А, и вот у нас открывается прекрасный вид на Горн. Леди и джентльмены, приветствую, с вами сэр Холмс. Это продолжение прохождения Tamriel Rebuild Morrowind. Я по-прежнему на континентальной его части. Между... Нет, не между. Я сейчас в Сейтуре, это деревушка на восточном побережье Моровинда, ну и в целом Тамриэля. А я вообще уже в прошлом эпизоде из нее ушел на какое-то расстояние в сторону другое, на Мордейн. Я решил вернуться, немного поупражняться тут. Длинным клинкам. Не то чтобы мне нужны длинные клинки. Я хотел просто немного прокачать каких-нибудь навыков, которые дадут бонус к поднятию атрибута при следующем левелапе. О, и у нас теперь вечер, да? 11 вечера. Вроде бы в Эномордейн можно где-то остановиться на ночлег. По поводу планов, я собирался в Горн, но мне еще интересно проверить, вот что у нас здесь в этом неисследованном регионе осталось, если там что-то вообще. О, дождь кончился, он, получается, лил весь день. Я, кстати, не особо разглядывал эту дорогу, когда шел в обратном направлении. Вот этот остров, на котором расположен Горн. Остров называется тоже Горн. Но не суть. О, загрузка зоны. Ух. А, помню, я здесь нашел прудик какой-то. Свет выключили. Отлично. Угу, вот он и на Мордейн. И тут у меня болотный брат раб. У него, говорят, реплик больше, чем у обычных рабов. Или мне показалось? Или не про него говорили? Это привилегированная информация, говорит. Окей. Итак. Я бы хотел тут продать лишнее что-то и... Тут особо не разживешься, конечно, с вами. И отправиться дальше. О, можно отремонтироваться, да. Не то чтобы у меня много чего сломано, но... Да, жаль, конечно, что... Может, выкупить у него взамен какие-нибудь штуки? Топор у нас 15 фунтов. Нет, проще, наверное, ему ничего не продавать. Ну, или стрел продать ему. Так, одна будет 3 монетки. Может, продать 100 сразу. Не, 100 много тебе. Ну, мне столько тоже не нужно, конечно же.
Так, кто тут у нас еще в трейдхаусе? О, еще один парень с лопатой. Красавец. Вообще красавец. Что, кожа доэдра? А, у меня был какой-то... Вот такой вот неинтересный свиток, пожалуй, как раз ему. Так, я уже забыл, на втором этаже кто-то есть торгующий? А, да, есть, очень даже есть. Но тут меня, конечно, не так сильно любят, но да ладно. Кстати, у меня есть вот такое приятное кольцо. Снятие чар, но я решил, что пользоваться им, если и буду, то раз там в несколько месяцев игровых. И на этот случай у меня есть свитки, более мощные причем, так что это продается. И я, пожалуй, избавлюсь от водяного копья. Кстати, надо будет озаботиться, чтобы у меня наличествовали какие-нибудь ингредиенты для... В общем, приготовления зелий, дыхания под водой. Ну, буду таскать с собой вот это вот. Конечно, оно 40 фунтов. В отличие от этого 7. Но оно слишком крутое, чтобы им не пользоваться, по-моему. Так, ну и в принципе... А, ну ты ж это не возьмешь, да? Как и это. Это, кстати, надо еще найти, кому можно это продать. А, может быть... А может быть, да. Вот лучше так. Может, у нее что интересного еще есть? Ничего интересного. А, стоп, ей же можно продать вот что. Угу, супер. И взамен, например... Вот как-то так. Перышко пусть будет. Все, идеально. Так, у нас же есть тут... Да, у нас есть здесь постоялый двор. Вежливый велк, да-да-да. Здрасте, здрасте. И можно немного мяса арнады на ужин, я думаю. С соленым рисом. Прелестно. Так. Нет, не сюда. Сюда, что ли? Прямо открыто. А, серьезно? Это мое? Похоже. Давайте до 6 утра. Даже почти полностью мана восполнилась. Хорошо. Вот, и... Да, мне действительно интересно посмотреть, что здесь. Это немного глушь будет, но... Почему бы нет? Пока что выглядит пустынненько. Достаточно живописно.
пустынненько. О, куст зацепился за арку. Так. Это Лана Ритан, кстати. На удивление. Это не недотрил. Ну, кстати, да, это же... Лана Ритан — это лес. Собственно, вот этот лес продолжается. Так, ну а вот это похоже... Или нет еще? Ух ты, смотрите, шалка плавает. Это что, плавучие жуки? По-моему, он хочет меня. Вот здесь явно уже недоделанные еще территории. Это, кстати, похоже, как будто пришел к Дуландесу. Самому опасному, так сказать, данжу за последние несколько серий. Да, где-то тут вот рядом наверху должен быть. Ну а так-то ничего тут я, да, не вижу больше интересного. Да, по-моему, вон руины. Вот она, недоделанность. Унылые пейзажи земель, которым только предстоит появиться на свет. Неизвестно когда. Году, наверное, в 2025-м вернемся сюда. Ну, а пока что обратно на север. Вот это, кстати, красивое место. Я удивлюсь, если тут ничего нет. Этот парень действительно странный тут. Жучий парень. Ну, кстати, дай-ка я возьму вот это вот. У тебя, спасибо. Плавает такой. Я думал, шалки живут, наоборот, в засушливых местах, типа Красной горы. Ну, этот особенный, очевидно. О, что-то есть что-то здесь. Гамак. Если мы видим лодку, бочку и гамак, значит, наверняка где-то есть грот или схрон контрабандистов. Пока что такого не вижу ничего. Не видать. Ну, может быть, появится в будущем еще. Немного промочил свои аргонянские штаны. Не похоже, что тут правда нет никаких данжей. Ладно. Вот это снова недотрил, кстати. Лес кончается. О, у меня есть хороший свиток огненной крови на случай восстановить запас сил. Самое время воспользоваться. А, и вот у нас открывается прекрасный вид на Горн. Да что ты будешь делать?
Всякие крабики. Кстати, довольно круто уходит. Так, это что такое? Ну, крутой такой берег довольно, вот что хотел сказать. Сразу уходит в глубину. Ну, черт возьми, там наверняка что-то интересное затонувшее есть. Я, наверное, удовольствуюсь вот этим. О, неплохо, спасибо. Так, все. Это, конечно, оверкилл, но прокачивать копья мне тоже надо. Ну, кстати, этими же грязикрабами можно перезаряжать это копье. Теперь, что приятно. Ну, представим, что мы на курорте. Прекрасные песчаные пляжи восточного побережья Моровинда, континентальной части. Да, чего, конечно, не скажешь про Варденфелл, но хотя там вроде тоже восточное побережье приятное. Там Грейзленд, да, называется. Еще ни разу там не был, кстати, в этом прохождении. О нет, о нет. Этих лучше не подпускать близко. Гути может ушатать нормально. Горн. Так, тут я уже был? Вроде нет. Я вроде здесь конкретно еще не был, в этой арке. Тут правда пустынно, скажите? Могли бы в этот участок добавить хоть один данж какой-нибудь? Я сейчас себя не узнаю, кстати. Эдак 80 серий назад. Помните, как я относился к данжам? Типа, да ну, это ж затягивание просто игрового процесса. Зачем? А сейчас такой, я хочу лутать все данжи. Трис, скаттл. Кстати, надо тоже запастись будет. Припасами для зелий восстановления запаса сил. Так, вы знаете? У меня есть ощущение, что здесь все-таки может что-то быть. Вот прям здесь. Ладно, ничего тут нет. Но был бы я гротом или пещера, я бы здесь спрятался обязательно. Кстати, тоже красивый вид отсюда открывается. Такой самый восточный остров. А, ну хотя нет, Некром восточнее, да? Более восточные вещи. Тут, кстати, был в тему амулет медленного падения, который я сбагрил. Ну, в принципе, моей акробатики хватает без этого. Ну что, поплыли? О, в Некром можно даже, ничего себе. Но Некром мы оставим на сладенькое. О, здрасте. Сколько у нас сейчас? 12. Отлично.
Ты хочешь услышать мою историю? Ну, ничего особо интересного, но мне случилось быть капитаном этого прекрасного судна. Я и моя команда обычно использовали его для рыбалки, ловли рыбы, но мы также иногда перевозим пассажиров. Не могу сказать, что у нас самые комфортабельные каюты, но народу приходится мириться с единственным, что для них, в общем-то, доступно. Понятно, спасибо. Направление. На Мордейн. Призрачная леди называется корабль. Да. Только на Мордейн, да? Да. Только туда, только хардкор. Ну, расскажи про Горн, может? Это самый прекрасный город, в каких я только швартовал свое судно. Тут много рыбы в этих водах. И достаточно людей на берегу, которые эту рыбу покупают. Но капитану корабля следует оставаться осторожным, как бы то ни было. Эти камни и рифы вокруг острова могут быть весьма опасными. Понятно. Слухи какие тут. Дом Хлалу и Тилвани становятся смелее в их противостоянии против дома Индарил в их действиях. Надеюсь, что совет даст им отпор, прежде чем они побеспокоят нас здесь. Неспокойно, да, тут у вас? Местная зона. Ты ведь понимаешь, что ты на острове, правильно, чужестранец? Быть заключенными в водах Подомического океана означает, что тут не так уж много вообще местности, о которой можно было бы говорить. Подомический? Блин, я не знаю, я не помню, как на русском это. Подомейк Ocean. Наверное, подомический. Ну, пусть весь остров Горн цветет и прекрасен. Особо интересного тут ничего нет. Посмотрим. Экономик. Аутаркик. Ничего себе слово. Мы довольно аутарктичны здесь, в Горне, не знаю. Местные фермеры и рыбаки предоставляют большинство провизии. И больше нам обычно и не нужно. Вся знать этого острова. Ну, в общем, хорошо здесь обосновалась в течение веков, и все тут процветает замечательно. Ага, ладно. Что тут по услугам? Как чужестранец, ты, возможно, захочешь сначала посетить гостиницу. Изумрудная. Heaven, это типа рай. Или... Ну, ладно. Изумрудный рай пусть будет, пока не придумаю более благозвучное название. Это второе здание налево, если ты выйдешь отсюда и пойдешь напрямую. Первый — это наш флорист. Я помню. Мне про него рассказывали, про этого вашего знаменитого флориста, когда я еще в Акаморе искал цветочки для гильдии магов. Так, флорист, значит, и есть еще торговец всякой всячиной дальше по дороге. Горн не очень-то большое место, как видишь. Большинство наших посетителей связаны с храмом или домом Индарил каким-то образом. А кто-то конкретный? Кто тут у вас интересный проживает? Советник Алвет Сандил. Это лорд Горна.
Хотя он тратит большинство своего времени в Альмалексе. Его отец, Роналит Сандил, ты можешь найти его в их особняке. Я не думаю, что он особо любезничает с посетителем, как бы то ни было посетителями. Наш священник, вон Саранда, ты его можешь найти в храме, рядом с особняком Сандил. Ну, рассказывай про этих ребят. Роналит Сандил. Однажды он был советником дома Индарил. Он давал... Нет. Он оставил пост советника десятилетиями назад уже. Он решил уйти в отставку и, в общем, проживает здесь, в своем родовом поместье. Он мудр, щедр и добр. Отлично. А священник? Он священник Альмсивии, хороший друг семьи Сандил. Ты найдешь храм рядом с их особняком. Он очень спокойный человек и выражает большое терпение даже с непросвещенными всякими. Отлично, спасибочки, просветил. Ну, собственно, вот он, Горн. Ничего, даже довольно оживленно здесь. А вот это, да, должна быть гостиница? Это что у нас? А, это флорист. Ну, конечно, зайдем к флористу. Да, я уже забыл. Тут красивенько. Сколько всего растет, цветет. Ну, конечно, огненная колючка или что это? На почетном месте. Да, конечно. Ларамор. Кактусы, кактусы. Мешочек с семенами. Какая прелесть. Черная роза. Да, что-то только нет. Здрасте, здрасте. Я Брель, эксперт флористики. Наверное, так. Я жила в Акаморе, но Мадалин Риндейс признала мой талант и пригласила в Горн. Мое ремесло — это... Obsession. Ну, типа, моя страсть. И я уверена, что ты согласишься, что Горн для этого очень хорошо подходит. Ну да, тут все у вас цветет. А кто такая Мадалин? Мадалин. Она мой покровитель. Предоставляет мне тут жилье в обмен на мой опыт. И у нее замечательно прекрасный вкус. Угу. По всему острову ты можешь найти примеры моих работ. Возможно, ты уже кайфуешь, не правда ли тут? Миленько. Правда, правда. Правда, красиво. Да, то есть вся вот эта растительность в Горне, это, похоже, ее работа. Как флорист я присматриваю за тем, чтобы Горн был приятно пахнущим и прекрасным. И мои лучшие работы ты найдешь в храме. Угу. Также у меня продаются всякие ингредиенты. Хорошо, отлично. Слухи. Те же самые. Красота — это сочетание цветов и света. Или
Красота происходит из цвета и света. Если у тебя ни того, ни того, ты обречен. Спасибо. Секрет. Этот фермер и Дафтерин, он очень невежественная скотина, говорит. Он как сорняк, который укоренился 1000 лет назад, но все еще не отсветился. Ну, конечно, если я правильно все понял. Так, о, кстати, у него даже неплохо по средствам. Ну, как раз есть для тебя кожа даэдра, вот возьми, чтобы поразнообразить твои цветочки среди ингредиентов. Остальное я все оставлю. Так. Я хотел что-то с эффектом дыхания под водой. Левитация. Это неинтересно. Что-то ничего нет, похоже. Я знаю, что грибочки разные дают такой эффект, но она, очевидно, не фанат грибочков, только тех, которые красиво светятся. Ладно, спасибо. Пора идти дальше. Вообще тут красиво, да, правда. Башня стражи. Да, здрасте, здрасте. Здрасте. Я фермер. Это про тебя говорили, что ты свинья? Про это же они... Да, тут новых фраз им не дано. Кстати, вот эти вот... Об этой местности, местная экономика, это, по-моему, только для Tamriel Rebuild характерные реплики в диалогах с NPC. В Ваниле я не помню, чтобы такое было. Какая-то, кстати, что? Это, наверное, апартаменты, да? А, нет, это просто кто-то тут живет. Классная студия у тебя тут. Я зачарователь. Я не предлагаю услуг каждому, кто случайно заходит в мой дом. Если что-то надо, иди поговори с флористом. Возможно, ты сможешь принять ее всерьез. Это задачка, которую я совершенно не справился. Интересно. Тут вот, кстати, он что-то другое рассказывает. Ну, по-другому преподносит инфу. Хорошая гостиница, говорит торговец. Адекватно свой инвентарь разложил. Но особо ничего тут не ожидай. Иди в более населенные города, в общем. Так, святилище трибунала. Ну, кстати, может, тут у них какие-то места для паломничеств найдутся, другие. Так, это уже похоже на какой-то более скромный, да, фермерский дом. Вот это похоже на торговца, это похоже на гостиницу. Вот гостиницы, кстати, они все примерно вот в таком стиле сделаны. У индарильцев. Только с лодки.
Приятно видеть новое лицо для разнообразия. Не хочешь ли небольшой совет? Народец вокруг не очень-то гостеприимен к чужестранцам. Попробуй выяснить что-нибудь важное, и они сразу на тебя навалятся. Поэтому я тут застряла. А что ты тут застряла? Можешь звать меня Финари, Холмс. Приятно встретить другого чужестранца здесь, в Горне. Еще один здесь, единственный кто. Это Босмер. Вот, то есть Босмер как по имени Бориэль. Ну я же с ней говорил, наш флорист. И она действительно не та компания, не моя тусовка, короче. Хотела бы я покинуть этот скучный остров, но мне тут надо завершить кое-какие свои обязательства. Я член дома Индарил, видишь ли. Наемница, похоже, если быть точной. Если бы дело было только в моих талантах и качестве работы, я бы уже была повышена по меньшей мере до Отмен, законника, да? Но так как я чужестранка, это все для меня куда сложнее. Горн, он приятен, но скучен. И не хотелось бы мне тут еще дольше торчать. А что тут слышно-то? Я не очень-то слежу за новостями на этом острове. Ладно. Знаешь эту флористку Бориэль? Она тут потому, что она связана с Мадалин Рендайс. Блин, ваши имена. Все остальные в городе ненавидят ее просто. Ладно. Семейство Мадалин Рендейс глубоко укоренилось в Горне. С момента отсутствия советника Алвета Сандила. Я думаю, она практически заправляет этим островом. И, похоже, люди вокруг убеждены, что они все ей должны чего-то. Ладно. Он... Советник Индарил в отставке. Я не особо могу его беспокоить. По-моему, у меня и так уже хватает здесь врагов среди знати. Да, и никого тут особо важного нет. Ладно. Спасибо. У меня сегодня настроение болтать со всеми просто. Здрасте. Spellsword. Слухи. Ничего. Продедрические руины загоняют меня. Это ничего интересного. Она тут интересно так стоит. Как будто у нее есть квест. Так выглядит. Но похоже, что нет. Добро пожаловать, добро пожаловать. Так, еда и напитки, кровати некоторые. Да, еда, напитки давай. О, древний бренди Дагота, смотрите. Такие вещи продаются все-таки иногда. Вы знаете, у меня ощущение, что они рандомно появляются иногда. Ты смотри, ну тут реально неплохо у вас получается в Горне-то живется, если такое вы продаете в тавернах. Ну, мне вот тут взамен продать уже нечего, так что я просто не буду выпендриваться. И вот мясо к вам, и это, по-моему, прекрасно. Что-нибудь пожевать там, я не знаю, коммуники. Да и все, наверное.
Ты, может, что расскажешь интересного? Обычно у нас очень тихо здесь. У нас тут представители дома Индарил, ну и рыбаки всякие, другие обыватели. Угу. Душа, у них у всех можно рассказывать, ой, расспрашивать про местное всякое. Ну в принципе, это, наверное, для всех трактирщиков всего Тамриэля характерные ответы. Кстати, я опять потерял свою скуму вроде бы. Или может я продал ее всю? А может, ну ладно, неважно. Горн. Наш город — это мирное сообщество, основанное на вере и традициях. Мы верны ценностям дома Индарил и поддерживаем закон трибунала и вот традиции. Горн — это очень мирное, тихое место, чтобы здесь жить. По крайней мере, на протяжении уже последних 2 эр. И многие из наших семейств живут здесь уже многими поколениями. Да. Блин, это самое мирное место, наверное, вообще во всем Моровинде я попал. Типа, вон даже тут наемникам скучно. Слухи. Ладно. Ничего себе, меня даже не вштырило. Удивительно. Кстати, классные тут у них удочки, рыбы сушеные, там весла скрещенные. А что, этот эффект-то пройдет, нет? Жесткая коммуника. Да-да-да, здравствуйте. Добро пожаловать, чужестранец. Я надеюсь, что эта гостиница понравится тебе больше, чем мой старый друг Деламус Андари. Деламус говорит. Я тебе не друг больше. Заткнись, Селин. Мы быстро подружились. Пока я что-то не начал рыбачить, чё? Деламус очень гордится своим ремеслом, как ему и следует. Но жаль, к сожалению, он считает, что это его личное поле деятельности. Ну, типа, только для него. Деламус говорит. Ты не можешь рыбачить с эбонитовой удочкой, Селин. Если я дам тебе попробовать, это опозорит мое наследие. Чё вообще тут происходит? У тебя нет прав так говорить, Деламус. У тебя нет никакого наследия. Твоя семья никогда не владела водами Горна. Единственная вещь... В общем, единственное, из-за чего ты можешь так думать, это... Ну, это вот эти вот вещички мертвеца. А что за вещички мертвеца? Их сделал Галс Драрим. Первый и величайший рыбак Горна. Ой, ну капец, что рыбацкие истории какие-то. Деламусу не хватает духа признать это, но его семья, ну, они приезжие, в общем-то. Единственное, что соединяет их с морями Горна, это эти вещи. Деламус говорит. А что есть у тебя? Ты охотник, Селин. Это было определено уже целой эрой назад. Ты должен принять свою судьбу. Я был охотником, Деламус. Но это было в то время, когда Горн
Ну, в Горне было на что охотиться, в общем. Мой дом куда более важен, чем мое ремесло. И тебе это должно быть известно больше всех остальных. Можно сказать: о, мне пора идти, действительно уже. Или можно спросить: а где эти вещи? Они давно пропали, агент. Брат Диламуса пропал в шторме десятилетия назад. Когда он рыбачил рядом с восточным побережьем Горна. Еще более восточное побережье. А, подожди, это не вещи, это удочка, наверное, или посох. Да, став через A, а не через U. Ай, короче. Он всегда таскал, короче, этот посох с собой. Диламус. Во имя троих, Селин. Почему ты вообще об этом рассказываешь? Так, ладно, ладно, это все замечательно, но давайте я еще пораспрашиваю вас. Ну, с призванием у них не очень понятно все. Это, в принципе... Можно еще спросить про посох мертвеца. Как я и сказал, он был трагически потерян. Без него у Диламуса нет прав на рыбу Горна, ну вообще. Нет более сильного права, чем право крови. Убийца гончих. Hunt Killer. Окей. А что по поводу Диламуса? Он все еще не успокоится, говорит. А ты вообще обращал внимание Стражи Острова на это все? Конечно. Это все началось, когда Диламус попросил правосудия Равоса Сорвалита, короче. Диламус. Он сказал мне, чтобы я... В общем, какой-то предложил дуэль за право... Как это, поединок чести, или как это можно назвать? В общем, он сказал нам драться в открытом море с любым оружием, каким мы можем совладать. И я очень уже в общем, мне не терпится это все попробовать. Окей, а есть в этом городе еще кто-то, чему суждению вы бы оба поверили? Диламус. А почему бы тебе не спросить по поводу этого в храме, Селин? Вона Саранда скорее проведет несколько дней в мирной медитации, чем направит кого-то. Диламус. А как насчет Идава Терина? Он честный и трудолюбивый мер. И знает свое место, в отличие от некоторых. Да, я уверен, что если его урожай завянет, он будет знать свое место и умрет от голода, вздыхает. Но это бесполезно, как бы то ни было. Он не тот тип, чтобы занять чью-то сторону в такой ситуации. Диламус говорит. Это вопрос жизни и смерти, Селин. Лучше не освещай это все. Блин, что тут происходит вообще? Я только понял, что они потеряли какой-то посох. Рыбацкое наследие, капец. Забавные вы ребята.
тебя нет здесь дел, чужестранец. Да ладно, чё ты? Он все еще утверждает, что они тут все потомственные рыбаки. А что по поводу этого посоха? Тебе не следует быть настолько любопытным, чужестранец. Ты никогда не найдешь посох Галса Драрима. Даже если найдешь, я вырву его из твоих маленьких грязных ручонок. Ладно, ладно. Не вмешивайся в это, говорит, во все. Так, ну ладно, это, конечно, все замечательно, интересно, но пора нам закругляться на этом уже. Горн место действительно приятное, и даже есть какие-то квесты здесь, судя по всему. Интересные доспехи у парня. Вот, и все это изучать мы продолжим в следующем эпизоде. А на этом спасибо за ваше внимание, за просмотры, друзья. С вами был Сэр Холмс, Morrowind Tamriel Rebuild. Лайки, подписки и пока-пока.